Всем привет! В этом видео я расскажу, как лучше всего собрать Даньхэна. Я сначала расскажу, так сказать, базовую информацию, а дальше уже более конкретно, так сказать. Значит, лучшим выбором светового конуса для него будет в ночи. Это сигнатурка Селия, но она, по сути, подходит тем персонажам с путем охота. Ну, то есть, лучший выбор для всех персонажей с путем охоты. Лучший набор реликвий и украшений будет Орел Сумрачного Рубежа. В целом, лучший набор из 4 предметов для Даньхэна в качестве ДПС, типа Ветер. Также может быть использован как набор из 2 предметов, где второй предмет обеспечивает либо процент атаки, либо эффект пробития. Станция запечатывания космоса. Это у нас будут планетарные реликвии. Значительно увеличивает общий урон Даньхэна как персонажа ДПС, основанного на скорости. Теперь переходим к альтернативным конусам, так сказать. То есть другие конусы, которые на него можно одеть тоже. Таким является 5-звездочный круиз по галактике. Увеличивает шанс критического удара Даньхэна и обеспечивает дополнительный шанс критического удара по врагам с ХП меньше или равным 50%. Также увеличивает атаку после победы над врагом. Следующее, это остается лишь тишина. Это можно сказать, что его сигнатурная 4-звездочный конус. Он увеличивает атаку Даньхэна и обеспечивает дополнительный шанс критического удара, когда на поле находится 2 или меньше врагов. Назад во тьму. Увеличивает критический урон Даньхэна и обеспечивает дополнительный критический урон против замедленных врагов. Следующая будет сигнатурка Сушан, называется фехтование. Увеличивает урон, наносимый каждым ударом по одной и той же цели. Складывается до 5 раз. Сбрасывается при смене цели. И из 3-звездочных лучшим выбором будут стрелы. Они увеличивают скорость атаки Даньхэна и дает шанс нанести дополнительный удар по врагам. Дальше, значит, лучшая, так сказать, команда для Даньхэна будет... Лучшая для Даньхэна будет Даньхэн, естественно, как ДПС, главный. Тиньюни в качестве поддержки. Она будет вливать энергию в ульту. Плюс будет увеличивать атаку. Ну, там еще базово дополнительный электроурон она дает персонажу. Что-то типа инфузии, как в Геншине, можно так, наверное, сказать. Вельт в качестве поддержки, так как он может своим навыком замедлять врагов, что будет повышать урон Даньхэна тоже. И любой целитель в команду. Эта команда оказывает поддержку через Тиньюнь и Вельта, гарантируя, что у Даньхэна есть исцеление, необходимое для выживания. Альтернативные члены команды. Броня вместо Тиньюнь может заменить Тиньюнь и принести бафы атаки и критического урона, чтобы еще больше увеличить урон Даньхэна. Аста вместо Тиньюнь может увеличить скорость Даньхэна и активировать увеличенный эффект пробития ветром. И Гепард может заменить Тиньюнь или Вельта для большей живучести за счет потери урона. И еще один вариант, это первопроходец огненный. Может заменить Тиньюнь или Вельта для большей живучести за счет потери урона. То есть может сделать то же самое, что и Гепард, если у вас Гепарда нету, так сказать. Топ-3 лучших световых конуса для Даньхэна. То есть из всех это именно 3, которые лучше всего для него подходят. В ночи. Увеличивает шанс критического удара Даньхэна и дает дополнительный бонус к урону в зависимости от скорости. Естественно, это круиз по галактике. Увеличивает шанс критического удара Даньхэна и обеспечивает дополнительный шанс критического удара по врагам с низким уровнем здоровья. Также увеличивает атаку после победы над врагом. И его сигнатурка, можно так сказать, увеличивает атаку Даньхэна и обеспечивает дополнительный шанс критического удара, когда на поле находится 2 или меньше врагов. Дальше переходим к лучшим, так сказать, реликвиям для него. Самым лучшим является Орел Сумрачного Рубежа. В целом лучший набор, как я уже говорил, из 4 предметов для Даньхэна в качестве ДПС типа Ветер. Стрелок Дикой Пшеницы дает Даньхэну немного больше урона в начале игры, но позже его следует заменить. То есть для начала сойдет.
Планетарные реликвии. Станция запечатывания космоса значительно увеличивает общий урон Даньхена как персонажа, основанного на скорости. И еще как вариант это замерзшая Салсота. Обеспечивает более высокий шанс критического удара и немного больше предельный урон за счет более низкого базового урона и урона навыков по сравнению со станцией запечатывания космоса. И сейчас я расскажу, так сказать, полезные советы, играя за Даньхена. Даньхен. ДПС, атакующий одну цель, чьи атаки наносят больше урона врагам, находящимся под действием замедления. Его базовые атаки и ультимативная способность наносят значительно больше урона, если враг замедлен. Навык Даньхена может поразить одного врага несколько раз и мгновенно замедлить врага, если это будет критический удар. Используйте навык Даньхена, чтобы замедлить врага, прежде чем использовать свою ультимативную способность, чтобы нанести как можно больше урона. Создайте Даньхена с повышенным шансом критического удара из реликвий или световых конусов, чтобы чаще замедлять врагов. Если члены группы используют навык, влияющий на Даньхена, ну, так сказать, баф, следующие атаки будут игнорировать сопротивление ветра у противника. На этом, собственно, все. Большое спасибо за просмотр. Поставьте лайк этому видео. Если новые, подпишитесь на канал. Посмотрите другие видео на моем канале. На главной странице я все разделил по плейлистам, чтобы было проще искать информацию. Еще раз большое спасибо. Увидимся в других видео на моем канале.